Прайд львов окружил одинокого детеныша зебры. Вы не поверите, кто пришел ему на помощь. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы сейчас находитесь. Нам действительно интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Африканское солнце беспощадно палило над бескрайней саванной, превращая сухую траву в золотое море. Горячий воздух дрожал над землей, а вдали все вокруг словно растворялось в зыбком мареве. Редкие деревья акации стояли неподвижно, почти не шелохнув листьями. Казалось, сама природа замерла, спасаясь от раскаленного воздуха. По равнине медленно двигалось большое стадо зебр. Черно-белые полосы животных мелькали среди высокой травы, создавая удивительный живой узор. В центре стада находился маленький детеныш по имени Тами. Он родился совсем недавно и еще только учился уверенно держаться на тонких ногах. Рядом с ним постоянно находилась его мать, молодая зебра по имени Зара. Она внимательно следила за каждым движением малыша. Время от времени мягко касалась его мордочки и подталкивала вперед, если тот начинал отставать. Стадо направлялось к далекому водопою. Взрослые животные прекрасно знали этот маршрут. Они двигались спокойно, но при этом постоянно прислушивались к окружающим звукам. Самцы шли по краям группы, внимательно осматривая горизонт, а самки держались ближе к детенышам. Тами был настоящим непоседой. Ему все вокруг казалось интересным. Он рассматривал птиц, бегущих по траве, пытался поймать носом маленьких насекомых, подпрыгивал без причины и иногда резко срывался с места, заставляя мать нервно бежать следом. В тот день его внимание привлекла маленькая яркая птица. Она вспорхнула прямо перед малышом и перелетела немного дальше. Тами остановился, вытянул шею и с любопытством посмотрел ей вслед. Птица снова взлетела. Детеныш сделал несколько шагов, потом еще несколько. Зара в этот момент была занята тем, чтобы не позволить другой молодой зебре отделиться от стада. Она всего на мгновение потеряла сына из виду. Этого оказалось достаточно. Тами продолжал следовать за птицей, пока между ним и стадом не выросла высокая полоса травы. Малыш обернулся, но знакомых полосатых силуэтов уже не увидел. Он не испугался. Пока еще нет. Вокруг было столько интересного. Тами продолжал идти вперед, иногда останавливался, нюхал траву, трогал ее мордочкой и пытался разглядеть птиц среди стеблей. Но постепенно звуки стада стали исчезать. Веселое ржание взрослых больше не слышалось. Топот множества копыт тоже затих. Тами остановился. Он поднял голову и впервые почувствовал, что вокруг что-то изменилось. Трава здесь была выше, деревья росли реже. Ветер почти не двигался, а привычные звуки саванны словно куда-то исчезли. Малыш тихо заржал. Ответа не последовало. Он позвал мать еще раз. В ответ только далекое эхо. Тем временем в стаде Зара внезапно остановилась. Она обернулась и стала искать сына. Сначала она просто осматривалась, затем громко заржала. Ответа не было. Зара снова подала голос, на этот раз гораздо громче и тревожнее. Несколько взрослых зебр подняли головы. Они сразу поняли, что произошло. Малыш исчез. Самцы начали осматриваться по сторонам. Несколько самок пошли назад по следу, оставленному маленькими копытцами. Зара двигалась все быстрее. Она чувствовала запах Тами и понимала, что он ушел слишком далеко. Но пока стадо искало детеныша, тот уже оказался в совершенно другой части саванны. Тами снова услышал шорох. Он замер. Сначала ему показалось, что это ветер играет в траве. Но затем из зелено-желтых стеблей показалась темная морда. Лев. Тами отступил. Затем из травы вышла львица. За ней появилась еще одна, потом третья. Малыш медленно повернулся и увидел, что позади него стоят еще несколько хищников. Прайд окружил его. Всего львов было много. Взрослые самки двигались почти бесшумно, а молодые самцы держались чуть дальше, внимательно наблюдая за происходящим. Для них маленькая зебра казалась легкой добычей. Тами застыл. Его маленькие ноги дрожали. Он не понимал, что происходит, но древний инстинкт подсказывал ему, эти животные опасны. Одна из львиц медленно двинулась вперед. Тами попятился. Львица остановилась. Она внимательно смотрела на малыша, оценивая расстояние. Тами внезапно сделал то, чего от него никто не ожидал. Он громко заржал, затем ударил копытцем по земле. Поднялось небольшое облако пыли. Львица слегка отступила.
Малыш снова заржал уже громче. Он расправил шею, поднял голову и попытался выглядеть больше, чем был на самом деле. Конечно, он был крошечным по сравнению со взрослыми зебрами, но страх заставлял его бороться. Львица сделала резкий выпад. Тами мгновенно отскочил в сторону. Хищница пронеслась рядом, едва не задев его лапой. Малыш бросился назад и снова остановился. Он не мог найти путь к стаду. Вокруг были львы. Один молодой самец начал приближаться с другой стороны. Тами заметил его и резко развернулся. Хищник сделал еще один шаг. И тогда детеныш неожиданно ударил задними копытами по земле. Молодой лев остановился. Он явно не ожидал такого сопротивления. Но ситуация становилась все опаснее. Один из хищников сделал рывок и задел малыша лапой. Тами вскрикнул и упал на бок. На его боку появилась неглубокая царапина. Несколько секунд он лежал неподвижно, затем поднял голову. Малыш снова попытался встать. Его ноги дрожали, но он поднялся. И именно в этот момент его крик услышала мать. Зара узнала голос своего детеныша мгновенно. Она резко изменила направление, ее сердце будто остановилось. Она рванулась вперед, не обращая внимания на колючки и сухие ветви, царапавшие тело. Позади нее двинулось несколько взрослых зебр. Они тоже услышали тревожный зов. Зара бежала все быстрее. Топот копыт становился громче. Земля дрожала под ногами животных. Тем временем львы снова начали приближаться к Тами. Малыш пятился назад, пока не уперся в плотный куст. Путь к отступлению исчез. Одна из львиц присела, готовясь к прыжку. Тами закрыл глаза. Но вместо атаки раздался оглушительный крик. Из высокой травы вылетела Зара. Она неслась прямо на львицу. Хищница мгновенно отскочила. Зара остановилась перед своим детенышем, развернулась боком и встала между ним и Прайдом. Она опустила голову. Ее уши были прижаты. Она громко заржала и несколько раз ударила копытом по земле. Тами прижался к ее ноге. Малыш дрожал всем телом. Но теперь он больше не был один. Львы начали кружить вокруг матери и детеныша. Зара не отступала. Она следила за каждым движением хищников, готовая броситься на любого, кто приблизится. Одна из львиц сделала ложный выпад. Зара мгновенно рванулась вперед. Львица отступила. Но остальные хищники продолжали держаться рядом. И тогда издалека донесся новый грохот. Это приближалось стадо. Сначала появились несколько самцов. Они шли плотной группой, опустив головы и выставив вперед крепкие копыта. За ними показались самки, а затем все пространство заполнилось десятками полосатых тел. Зебры окружили Зару и Тами. Самцы встали внешним кольцом. Самки разместились внутри, защищая детенышей. Тами оказался в центре живого щита. Львы теперь смотрели на стадо совсем иначе. Перед ними больше не было одинокого малыша. Теперь перед ними стояли десятки взрослых животных. Самый крупный самец вышел вперед. Он громко заржал и резко ударил копытом. Остальные зебры поддержали его. Над саванной поднялся оглушительный шум. Львы попятились. Несколько хищников попытались обойти стадо с фланга, но самцы сразу изменили положение и перекрыли путь. Прайд сделал еще несколько попыток приблизиться. Каждый раз зебры отвечали резким движением вперед. Наконец, львы начали отступать. Они медленно скрылись среди высокой травы. Но зебры еще долго не расслаблялись. Зара осторожно повернулась к Таме. Она коснулась его мордочки. Малыш тихо заржал в ответ. Он был жив. Именно тогда издалека послышался звук моторов. На горизонте показались машины рейнджеров национального парка. Несколько внедорожников медленно подъехали к месту происшествия и остановились на расстоянии. Люди не хотели пугать стадо. Они знали, что после нападения животные находятся в состоянии сильного стресса. Один из рейнджеров по имени Марк внимательно осмотрел ситуацию. Он заметил, что маленький Тами ранен, но приблизиться сразу было невозможно. Взрослые зебры стояли вокруг малыша плотной стеной. Марк дождался, пока стадо немного успокоится. Затем осторожно вышел из автомобиля. Зара внимательно следила за ним. Она не сводила глаз с человека. Но Марк двигался медленно и спокойно. Он не делал резких жестов. Постепенно он приблизился к Таме. Малыш испуганно прижался к матери. Зара фыркнула, но не бросилась вперед. Ветеринар осторожно осмотрел царапину. К счастью, повреждение оказалось неглубоким. Марк очистил рану, обработал ее специальным средством и наложил небольшую повязку. Тами терпеливо стоял рядом с матерью.
Когда процедура закончилась, ветеринар медленно отошел. Зара сразу подошла к малышу и начала осторожно касаться его мордочки. Казалось, она проверяла, действительно ли с ним все хорошо. Тами тихо фыркнула и прижался к ней. Рейнджеры вернулись к автомобилям. Через несколько минут машины скрылись за холмом. Стадо еще некоторое время оставалось на месте. Взрослые зебры внимательно осматривали окружающую местность. Наконец, самый крупный самец дал сигнал двигаться дальше. Зебры медленно направились к водопою. Зара шла рядом с Тами и больше ни на секунду не выпускала его из поля зрения. Малыш немного прихрамывал из-за раненого бока, но продолжал идти. На этот раз он не отходил от матери ни на шаг. Когда они добрались до воды, Тами осторожно опустил мордочку и сделал первый глоток. Зара стояла рядом. Она наблюдала за сыном, пока тот пил. Солнце постепенно опускалось к горизонту. Золотой свет заливал саванну, а длинные тени деревьев растягивались по земле. Стадо снова двинулось вперед. Черно-белые силуэты постепенно растворялись среди высокой травы, а маленький Тами шел рядом с матерью. Этот день навсегда изменил его. Он узнал, насколько опасным может быть окружающий мир. Он впервые столкнулся с хищниками, почувствовал настоящий страх и понял, что иногда даже самый маленький детеныш должен бороться за свою жизнь. Но еще один важный урок он получил благодаря своей семье. В мире дикой природы одиночество может стать смертельно опасным, а стадо способно превратиться в настоящую крепость, когда под угрозой оказывается один из его малышей. Зара не отступила перед львами. Взрослые зебры не оставили ее одну. Они объединились и доказали, что вместе способны противостоять даже целому прайду. А маленький Тами, который еще совсем недавно просто бежал за красивой птицей, в этот день впервые почувствовал настоящую силу своего стада. Дорогие зрители, как вы думаете, что почувствовала мать, когда увидела своего детеныша в окружении львов? Напишите свое мнение в комментариях и обязательно расскажите, из какого города или страны вы смотрите это видео. Если эта история заставила вас переживать за маленького Тами, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди вас ждут новые невероятные истории о животных, которые каждый день борются за жизнь в суровой и удивительной африканской природе. До новых встреч!